Всем привет! Сегодня мы будем готовить арабское блюдо кубы. Это что-то наподобие наших вареников или пельменей, только начинка в виде приготовленного фарша, а в качестве оболочки масса из булгура. Существует несколько видов кубы. Они отличаются оболочкой. Кубы бывают картофельные, из булгура, из риса. Сегодня мы будем готовить из булгура. Это традиционное и наиболее распространенное арабское блюдо. Здравствуйте, меня зовут Оксана и это канал Оксиаль. Канал вкусных и простых идей к вашему столу. Вся подробная информация находится на экране, а также под видео для вашего удобства. Ингредиенты для оболочки. Булгур мелкий или джириш, булгур обычного размера, фарш говяжий, теплая вода. Из специй перец черный молотый, соль, смесь из карри, паприки и зиры, томатная паста. Для начинки нам понадобится фарш говяжий, лук, растительное масло, горсть кедровых орехов и специи, такие же, как и для оболочки, плюс петрушка, или сушеная, или свежая мелко рубленная. Приготовление. Для приготовления теста, массы из булгура, соединяем все ингредиенты. Хорошо перемешиваем и заливаем водой для набухания. С расчета сколько чашек булгура, столько чашек воды. Хорошо перемешав и утрамбовав, оставляем на 30 минут при комнатной температуре, накрыв крышкой. В это время готовим начинку. Все ингредиенты жарим. Сначала лук до золотистого цвета, потом фарш и специи. В конце приготовления начинки всыпаем отдельно пожаренные кедровые орехи. Отставляем для остывания. Вспоминаем про тесто. Теперь его нужно измельчить в фуд-процессоре на максимальной скорости для того, чтобы придать ему более однородную структуру и клейкость. Если бы у нас был джириш, это такой мелкий-мелкий булгур, то этот этап можно было бы пропустить. Но в наших магазинах его просто нет, поэтому я измельчаю в фуд-процессоре. Теперь тесто готово. Формируем кубы. На столе ставим 3 миски. В первой миске тесто из булгура, во второй начинка из фарша, в третьей вода, которой будем перед каждым изделием смачивать немного руки. Набираем шарики смеси, делаем вмятину пальцем в центре, выравнивая стороны и кладем внутрь начинку. Соединяем края теста, сжимая оболочку и формируя кубы. Вначале может не очень получиться, но с 10-й кубой все пойдет как по маслу. Главное смачивать руки, и даже если где-то выглядывает начинка, смело как штукатуры залепливаем ее массой из булгура. В этих блюдах главное терпение и целеустремленность. Как готовить? Сырые кубы можно заготавливать заранее как полуфабрикат путем замораживания. Также кубы можно сразу приготовить путем варки в большом количестве воды. Когда закипит вода, выкладываем кубы. Признак готовности, когда они всплывают на поверхность воды. И мой любимый метод приготовления – жарить во фритюре. В сотейнике разогреваем растительное масло на сильном огне. Обжариваем 1-2 минуты со всех сторон до золотистого цвета. Выкладываем на бумажное полотенце и через минуту можно кушать. С чем подавать? Кубы обычно едят как закуску или основное мясное блюдо. Подают зеленым салатом, тушеными овощами или рисом, йогуртом, а также с вишневым или гранатовым соусом. Гурманы иногда надкусывают верхушку кубы и выжимают внутрь дольку лимона. Вариаций употребления предостаточно. Это по-настоящему очень вкусное арабское блюдо. Приятного аппетита! Я желаю вам прекрасного настроения, чтобы ваши кубы никогда не распадались и всегда держали форму.
Подписывайтесь на канал, комментируйте. Если заинтересовал рецепт, пишите, готовите ли вы такое блюдо и каким образом. Делитесь вашими секретами. Пусть ваше меню всегда будет разнообразным и вкусным. До новых встреч на канале Оксиаль. Пока-пока!